Давно не виделись? Я вернулся перерождать свой канал. Меня не было 3 года, и за это время я прошел, на самом деле, огромный путь. Я уволился с работы, завязался стримами, перестал играть в игры, даже начал развиваться в сфере фотографий, в коммерции, фото, видео, съемка, портреты и все прочее. Успел за это время развить свой бизнес и приумножить доход, на который я сейчас, в принципе, живу. И вот он я, снова здесь, на ютубе. Раньше мой канал был посвящен геймингу, стримам и, впрочем, всяким видеомонтажам по играм. Но сейчас я хочу перейти во что-то другое. Да, я хочу развивать travel-контент на своем канале. Сейчас я нахожусь в Алмате, я пребываю в затянувшемся путешествии по Центральной Азии уже в 1,5 года, и за это время я успел посмотреть очень много здесь на самом деле, и хочется посмотреть еще больше, поэтому я здесь до сих пор странствую. И, кстати, обо всех путешествиях я активно рассказываю и делюсь в Инстаграме, ссылочка будет в описании, переходите, смотрите, там интересно. Сейчас у меня есть несколько снятых роликов, которые я до сих пор еще не смонтировал. Это зимняя поездка на Таганай, это весенняя поездка прошлогодняя в национальный парк Алтын-Эмель, здесь 300 километров от Алматы. Это еще несколько рекламных роликов, которые я снимал для коммерческих аккаунтов в Инстаграме. Я хочу выпустить их, это короткие, типа под шортс а-ля Reels видосы, которые хочу запостить и отдельно выпустить на них видос с разбором. Как мы их снимали, бэкстейдж, монтаж и так далее. То есть есть такие тоже мысли и идеи. Помимо этого у меня есть очень много материала, снятого на дрон, на Урале, в Казахстане. Хочется смонтировать какие-то разные пролетки и просто какие-то ролики. А еще у меня есть 3 итоговых видео за последние годы, как раз такие годы отсутствия, где я был. Изначально они делались для Инстаграма, это типа видео-рекап, как я провел год, сжатые в 5 минут. Можно, в принципе, посмотреть, что я делал вообще, где я пропадал 3 года и почему я вдруг решил перейти в travel. Но я не знаю, насколько вертикальный формат здесь зайдет на ютубе. Если вам попадались какие-то вертикальные видео, вы, пожалуйста, напишите об этом в комментарии, дайте мне знать. Потому что мне иногда попадаются, с телефона их вроде бы удобно смотреть, но с компа в целом не противлюсь. Но, в общем, пока не до конца понимаю, стоит их заливать или нет. Так вот, travel видео, я всегда смотрел на них и думал, черт возьми, я хочу побывать там, я хочу видеть это собственными глазами, я хочу делать то же самое, я хочу заниматься этим. Мне так всегда лежала душа к путешествиям. Это так сильно вдохновляет, что ты потихоньку начинаешь искать свой путь в этом всем. Я надеялся, что когда-нибудь я тоже начну снимать travel. Не то чтобы это была какая-то супер большая мечта, я понимал, что рано или поздно это случится, потому что я уже слишком долго этого хотел. А когда ты долго чего-то хочешь, ну, естественно, ты предпринимаешь какие-то действия для этого, ты что-то для этого делаешь. И всеми своими маленькими шагами за последние несколько лет, усилиями я пришел в эту точку, в точку путешествий. Последний год я снимаю travel-контент, но только пока что не на YouTube, а в Instagram. Это очень много мобильных влогов. Я всегда прокручивал мысль о том, что я хочу на YouTube, я хочу на YouTube. И вот я начинаю. Я буду рассказывать о своих путешествиях, делиться своими эмоциями, показывать всю красоту, которую запечатлеваю. И не только фотографии, да, в Инстаграме или в моей группе ВК, а просто как есть, пытаться снимать влоги. Я понимаю, что это муторно, это сложно, это непросто, но мне хочется этим заниматься. Меня прям горит. Travel — это прям вот то, к чему я стремлюсь последние, наверное, лет 10. Я серьезно, на полном серьезе это говорю. И вот я в этой точке, вот я уже напринимал кучу решений, и сейчас я планирую путешествие уже на этот 2024 год, но я хочу показать кое-что другое. 2023 год стал для меня самым путешественным в моей жизни, и я вам хочу показать, где я был. Давайте сперва посмотрим видео, а потом я вернусь со своими мыслями и философией.
20 тысяч километров кажется не так много, ведь в рабочие годы в Екатеринбурге я наматывал по 14 в год, но эти 20, они другие. Они качественные. За эти 20 тысяч я успел проехать по 4 странам, посмотреть на разную культуру, на разную природу, на разные дороги, на абсолютно разный климат. И это, честно говоря, сносит башню. Весь год я провел в движении. Я начал его с новогодней поездки в Кыргызстан, в Бишкек. И как я этот год начал, так я его и провел. В 2021 я уволился со своей основной работы и начал постигать свободу, с каждым годом заходя все дальше и дальше, становясь все более независимым от всего вообще, в принципе, меня окружающего, уходя больше в себя и в путешествия. Я начал находить себя. Я начал находить себя в дороге, я начал находить себя в природе, я начал находить себя в горах и в походах. И я понял, что всей своей душой я люблю путешествия. Однажды на день рождения мне пожелали никогда не переставать говорить фразу «я впервые в жизни то-то, то-то». И вот отвечаю, вот за эти 3 года я говорю ее с каждым годом просто все чаще и чаще. Я каждый год пробую новое. Я каждый год делаю что-то, что я никогда в своей жизни не делал раньше. Это просто, это сводит с ума, это наполняет жизнь, это заставляет чувствовать себя таким живым. Вы знаете, охренительно заряжаться от дороги, от движения, от вот этого безумного ритма жизни. Я никогда не представлял, что я смогу так. У меня в голове были какие-то установки, что я не смогу далеко уехать, что я не смогу далеко заехать. Но кто сказал, что не смогу? Вообще нет никаких ограничений. Ты свободен, плыви куда хочешь, едь куда хочешь. Вот все твои стороны, они все для тебя. И вот так я просто взял, умчал и открываю для себя бесконечные какие-то дороги, бесконечные пути, радуюсь жизни и бесконечно просто кайфую от этого ритма жизни. Да, под конец года, конечно, я почувствовал небольшую усталость, потому что я реально каждый месяц где-то был. У меня за прошлый год получилось больше 30 поездок. Но глядя на эту карту, на эту визуализацию, на эту наглядность, где я был, как я это все проехал, это... Честно, меня это сводит с ума, и я понимаю, что дальше только больше. На этот год планы тоже нехилые, останавливаться на достигнутом мы не собираемся, и пока что Центральная Азия отпускать меня не хочет. Вы ведь знаете, да, что впереди еще такая классная и насыщенная жизнь, так что не забудьте взять от нее максимум. Заряжайтесь, кайфуйте и путешествуйте. Как сказал бы Антон Птушкин, ведь оно по-прежнему того стоит. Это по-прежнему того стоит. Дорога — это жизнь. Движение — это свобода, а горы — это любовь. Мне надо, чтобы поучаствовал. Если интересно следить за тем, где я нахожусь, за тем, что у меня происходит, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я очень часто свечу своей моськой. И моськой вот этого любимого пушистика, который все это время ездит со мной. Это мой компаньон номер 1, который учится со мной путешествовать, ладить и кататься. Поэтому мы ждем вас в инстаграме. Да? Проходи. Собственно, на этом все. Спасибо вам за внимание. А меня ждут 5000 фотографий на обработке и несколько видосов смонтировать на YouTube. Я надеюсь, я справлюсь. Но при этом я все еще параллельно пытаюсь путешествовать. Поэтому, да, увидимся в следующем ролике.